Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs, и сегодняшнее видео у нас будет по проекту квадроцикла. Вы могли помнить, что у нас был конкурс, одна из номинаций там была проект квадроцикла электрического, в ней победил Денис. После этого конкурса мы немного пересмотрели этот проект, упростили его. В конкурсе был проект на большой квадроцикл, большой мощности, там 300 вольт, с электроусилителем руля и большим количеством доп. Оборудования. Что мы имеем сейчас? Стандартная рама, сварная, стальная, как это, собственно, у всех. Да, много каких-то листовых элементов, вырезанных на лазере. Спереди у нас подвеска на поперечнообразных рычагах, сзади на продольных рычагах. Двигатели здесь, как я уже говорил, будут стоять наши собственные. Также редукторы наши собственные с электроблокировкой. Полный привод, 2 электродвигателя, независимая подвеска. Доп. Оборудования будет немного. В целом он планируется более компактным, то есть это не топовая модель. Вот наш редуктор, мы его изготавливали на нашем собственном оборудовании. Внутренности редуктора конструировал я, шестерни мы отдавали на заказ. Корпус редуктора конструировал Денис, опять же, который конструирует этот квадроцикл. С кнопки можно заблокировать заднюю ось, переднюю или обе их сразу. Соответственно, межосевая у нас блокировка отсутствует, 2 двигателя. Запас по моменту здесь очень большой. Эти редукторы будут стоять у нас, соответственно, на передней и задней оси. Они универсальные, 2 одинаковых. Моторы будут разные, соответственно, сзади 15 киловатт в номинальной мощности, спереди 7. Какая будет пиковая мощность, в частности, зависит от контроллеров. X2, X3 от номинала двигатели позволяют вкачать. И вот, собственно, модель нашего квадроцикла. Вот двигатели, которые вы могли видеть в предыдущих видео. Вот он, редуктор, радиаторы охлаждения, соответственно, помпы, опять же, 2 системы охлаждения разделенные. Вот он, аккумулятор наш. Это блоки, соответственно, уже под электронику. Будет их несколько. Соответственно, различные бачки. Делаем мы все по модели, то есть то, что рама у нас есть, она сделана с допусками, скажем, в пару миллиметров относительно данной модели. Конечно, мы не применяем таких технологий, как ЧПУ-гибочник, там лазерная турборезка. Все это сделано на ручном гибочнике и торцевателе труб, но все же допуск в пару миллиметров мы обеспечить можем. В модели также присутствуют стабилизаторы. Будем ли мы их делать или нет, это уже покажут испытания практические. Но они заложены по модели, заложены в компоновке. Всегда их можно убрать или поставить. Вот аккумуляторная батарея для этого квадроцикла. Она уже собрана, готова. Здесь 24S, 24 последовательно соединенные ячейки литий NMC. Где-то 73 ампер-часа. То есть это где-то 15 киловатт-часов получается батарея. Почему 24S? Потому что, возможно, мы будем использовать контроллеры не от Жени, и там ограничение 24S. То есть это такая универсальная батарея, которая подойдет для нескольких контроллеров. То есть что тут у нас? У нас здесь присутствует охлаждение, трубный теплообменник, соответственно, балансировочные провода, соответственно, 2 термопары в разных частях аккумулятора, ну и силовые провода. Здесь 50 квадратов с запасом. Вот такие ячейки у нас стоят в нашем аккумуляторе. Это литий NMC. Еще хотел немного рассказать по технологии сборки. Мы технологию сейчас позаимствовали у Саши, который собирает самокаты. То есть раньше мы соединяли, как и многие делают, то есть 2 аккумулятора, да, таким образом через зажим. Это, соответственно, увеличивало длину аккумулятора. И когда много в паре, например, 4P, например, да, то есть получалось 4 аккумулятора, требовалось дистанционные проставки. Это переход с никелированного или с алюминия через алюминий. В общем, немного неправильно соединять. Как делает Саша и мы теперь. То есть контакты загибаются, в них с помощью небольшой оправки сверлится отверстие. Сзади идет длинная пластинка уже с нарезанной резьбой, то есть резьбу можно резать уже после станка лазерной резки сразу.
Она, хоть и отверстие не очень ровное, но она нарезается. И, соответственно, спереди пластинка под 2 болта. Таким образом, нет никаких дистанционных шайб. Можно сделать даже 4P сборку спокойно. И отличный контакт, небольшая длина и экономит корпус аккумулятора. A few moments later. Что у нас добавилось? У нас добавились тормозные суппорта, тормозные диски, ступицы, переходные проставки, уже шрусы вставлены. Все это крутится, работает на всех 4 колесах. Суппорта здесь стоят от китайского квадроцикла. Они no-name бывают, то есть это универсальная деталь. Тормозные диски здесь самодельные, они прямые, простые. Переходные проставки с разболтовки вазовской ступицы на стандарт квадроцикла 4х110 мы изготавливали на ЧПУ фрезере. Шрус, здесь гранаты стоят вазовские также. Внешние, но это для квадроцикла это с избытком по надежности и запасу прочности. Тормоза, конечно, маленькие, но в принципе для квадроцикла их должно хватать полностью. Переходная проставка у нас сделана таким образом, что сюда вкручивается 4 болта в потай, 4х98 стандартные вазовские, сюда у нас спокойно входит головка на 19, затягивается, и здесь уже нарезана резьба под 4 шпильки 4х110, ну, более стандартизированная разболтовка квадроциклов. Перед тем, как изготавливать данную проставку на фрезере, распечатали данную модель, чтобы прикинуть колеса. Здесь также нарезали резьбу, также ее прикрутили. Вот она, собственно. Прикрутили, померили, все у нас сошлось, и только после этого мы уже изготавливали данные проставки. Колеса у нас здесь стандартные для средних квадроциклов. Это 26-е, спереди ширина 8, сзади 10 на 12 диске. 12 диск для вазовской компоновки довольно плотный. Спереди компоновка еще плотнее, то есть из-за шаровых кулака внутрь мы сдвинуть не можем, потому что шрус, 2 шаровых и рычаги. И наружу также не можем, потому что 12 диск. То есть компоновка у нас получилась очень плотная. В идеале, конечно, диск брать 14.